День 1674. Алекс на связи. Для автоматизации умной дачи, в принципе, не так уж и много нужно оборудования. Конечно, самыми важными, наверное, это какие-нибудь веб-камеры. Их там можно штуки 2 поставить. Одна, допустим, которая будет смотреть и там на территорию направлена. В принципе, это полезно. Ее можно, конечно, не обязательно там дорогую уличную покупать, можно и поставить внутри помещения. Конечно, у нее там не будет работать инфракрасный вариант подсветки, но по большому счету они сейчас достаточно хорошо снимают и в полной темноте, и даже там в цвете могут это снимать. Но это, конечно, позволит там видеть, что происходит на даче и на участке. Там возможно отслеживать там наличие осадков и наличие снега, и там наличие каких-то животных или людей, если вдруг они там появятся. То есть, в принципе, довольно полезно может оказаться именно там смотреть за территорией. Ну и, конечно, можно и в помещении разместить какую-то камеру для того, чтобы в целом было видно, не оставили ли что-то там включенным или там забыли выключить, если по каким-то другим там признакам не видно. Ну и также, в принципе, и на участке тоже можно отслеживать там наличие каких-то вещей, может быть, что-то забыли убрать. Гораздо проще и спокойнее будет, если это можно через камеру визуально проверить, ну и какие-то действия с этим предпринять. Обычно камеры, конечно, довольно плохо в умный дом интегрируются, там нормально какие-то там видео или картинку передавать или обрабатывать в умном доме довольно сложно сделать. Это нужно использовать там специальные дополнительные библиотеки или там скрипты. Конечно, у меня, например, сделан так, что выполняет скрипт, который там каждую минуту делает снимок, и дальше этот снимок может отправляться мне в Telegram при необходимости, или там может сохраняться на облаке, или там сделан так еще, что раз в день этот скрипт, этот снимок, он там объединяется в видео небольшое, и тоже его там отправляю себе и в Telegram, и сохраняю там на внешних ресурсах. То есть это, в принципе, тоже можно сделать, но это уже непросто. Самым простым, конечно, использовать там фирменное приложение от камеры, в котором будет видно, что там можно зайти, посмотреть видеопоток, там посмотреть запись на этой камере, если там установлена флешка. То есть это самым простым решением, конечно, будет такое использование этих камер. Но камеры тоже, они там могут и зависать периодически, и терять, допустим, связь с Wi-Fi. И нужно, конечно, предусматривать возможности там перезагрузки, допустим, тоже воткнуть в какую-то умную розетку и таким образом просто включать и выключать заново для того, чтобы связь восстановилась. Но еще некоторые делают так, что просто если там камера в помещении или на территории, то когда приезжают, допустим, на дачу, то просто выключают камеры для того, чтобы там, не знаю, кто-нибудь что-нибудь не увидел. То тоже можно такую розетку использовать именно для этих нужд. Ну и, конечно, сами камеры, они там могут работать и при низких температурах, особенно уличные, и там вообще могут и там, до минус 30 вполне неплохо работать. Но, конечно, это там особо может и не гарантироваться, потому что все-таки в камеры может и там и конденсат попасть, конечно, какой-то, потому что они и сами нагреваются достаточно сильно, а если там будет холодно, то тоже как-то может на них повлиять. Но по большому счету они могут работать, и можно их и даже в этих условиях тоже использовать. Датчики температуры и влажности, они, конечно, стоят не очень дорого. Допустим, если 3 штуки там установить, то это будет 2000 примерно. В основном они, конечно, на батарейках, такие датчики. Можно, конечно, сделать и разные другие решения. И там и на Arduino можно сделать, и на ESP микроконтроллере. Но, конечно, то, что они работают в батареях, может быть, даже это и лучше. Если там, допустим, электричество часто отключается, то, по крайней мере, они не будут от этого зависеть и, конечно, там будут нормально работать. Например, датчика такого от там, Xiaomi или Aqara
Там, в принципе, хватит где-то на 1,5 года работы от батареек. Поэтому это вполне нормальное решение, если там своевременно отслеживать и, конечно, их заранее менять. Также еще, допустим, если нужны датчики там, открытия дверей и окон, но тоже их можно там 3 штуки, это будет там стоить 3000. В принципе, тоже не очень дорого. Сами датчики, открытия, они практически там ничего не потребляют, потому что никаких измерений они там не выполняют, если их там не открывать или не закрывать двери, например. И таким образом тоже можно отслеживать, конечно, там не забыли ли какую-то дверь открыть, или там окно какое-то не забыли закрыть, когда уезжали. Это тоже очень удобно. Но единственное, что, конечно, можно их сделать и установить какие-нибудь проводные датчики, но все равно нужен какой-то микроконтроллер, который будет обрабатывать эти гирконы в этих датчиках, что нужно там проводами все равно будет куда-то тянуть, что на таких участках больших, конечно, может быть не очень удобно. Также нужны датчики движения, они, в принципе, тоже стоят не очень дорого, если там 3 датчика, тоже будет стоить где-то 3000. Можно установить их в разных помещениях, там, допустим, для управления светом или для контроля, например, там, присутствия людей в каких-то помещениях. Но еще можно также и установить, допустим, датчик присутствия, если нужно именно отслеживать там присутствие людей, а не просто движений. И можно даже такой датчик установить где-то там на крыше, например, там на верхнем этаже, на потолке. И есть еще такие, которые по дизайну сделаны как светильники потолочные, что, в принципе, тоже интересно. Направить вниз, например, и тогда будет там условно одним датчиком максимальной чувствительности там определять присутствие там людей во всем доме. И это тоже можно там использовать в разных сценариях, связанных там с охраной или, например, чтобы режим присутствия людей, он там сразу автоматически отключался, если кто-то есть и не включался обратно. Это тоже будет удобно, и можно будет много интересных сценариев сделать, связанных с этим. Умные розетки, они, конечно, самое универсальное решение. Они там, чем больше, тем лучше, и их можно использовать в абсолютно разных сценариях. Можно и там управлять обогревателями, можно и включать свет там в разных помещениях и на улице. То есть это, в принципе, очень интересно и там универсально можно использовать. Но у них, конечно, мощность не очень маленькая, то есть, в принципе, они обычно 16 там, ампер идут, то есть от 3,5 киловатт до там, 20 ампер, то есть там 4,5 киловатт. Конечно, такой мощности их лучше не использовать. Там, нормально они работают там, где-то 1,5-2 киловатта. И лучше такими розетками, конечно, часто не щелкать, то есть не включать их, не выключать. Ну, там раз в полчаса, в принципе, вполне неплохо. Если хочется какую-то розетку использовать, например, там, для того, чтобы управлять более мощной нагрузкой, например, там, не знаю, в сауне включать печь, то, конечно, есть вообще реле. Они такие больше, как автоматы сделанные, там, на один рейку. То есть там тоже можно, такие автоматы могут и до 63 ампер быть. В принципе, это вполне можно установить и, в принципе, использовать. Они также измеряют там, потребление энергии, что, в принципе, можно будет видеть и это учитывать в сценариях. Но, например, можно, конечно, и реле использовать умные, но в основном реле они не очень мощно идут, по разным причинам так сделано. Ну и практически все они не считают потребление энергии, потому что все-таки они рассчитаны, чтобы быть максимально дешевыми. И поэтому тоже это не очень удобно будет использовать. Еще удобно использовать, конечно, умные выключатели. В основном, конечно, для управления светом у них там используются либо реле, либо семисторы, но в основном это, конечно,
Даже если реле, то только на небольшой ток рассчитанный, то есть там какую-то большую нагрузку подключить не получится. Но для управления светом это удобно, то есть, во-первых, можно, конечно, и физически будет выключать и включать свет кнопками на этом выключателе, но и еще там удаленно или автоматически по каким-то сценариям. То есть это очень удобно. Выключатели, они стоят, ну там, если 3 штуки, например, тоже 3000, что, в принципе, вполне недорого. И можно там в основных местах такие выключатели, конечно, установить. Для управления там в разных помещениях, конечно, можно еще и беспроводные выключатели установить или кнопки там для запуска сценариев или включения света. Такие кнопки и выключатели стоят недорого, где-то там 1000 рублей. Ну, сколько нужно, столько можно приобрести там, в принципе, для каких-то переключений там базовых сценариев, чтобы не использовать голос, если там колонки нет умной, или там каждый раз в телефон не запускать приложение. То есть, в принципе, такую кнопку можно установить и там, допустим, включать на ней режим охраны или выключать режим охраны, либо еще какие-то там сценарии, там, сцены запускать. Ну и в основном, конечно, для построения такого умного дома на умной даче нужен сервер. Он, в принципе, сейчас можно купить недорого какой-нибудь микрокомпьютер Orange, например, и к нему еще там стик, где-то 1000 рублей стоит стик, и сам микрокомпьютер стоит около 3000. В принципе, этого достаточно, чтобы там уже на нем сделать и установить систему умного дома, и, в принципе, дальше уже там, его использовать для разработки разных сценариев и автоматизации на умной даче.